В этом уроке мы научимся создавать простейший шаблон с четырехугольной областью вписывания. Запустим конструктор шаблонов. Вместе с ним автоматически запустится Photoshop. После того, как конструктор шаблонов запустился, вызовем диалог создания нового проекта. В меню «Файл», «Создать проект». В открывшемся диалоговом окне выберем тип проекта «Рамка». Он соответствует шаблонам с четырехугольной областью вписывания. Убедимся, что у нас выбраны пункты «Новый PSD-документ» и «Универсальная ориентация». Далее выберем место для сохранения проекта и сохраним его. Перейдем в Photoshop и обратимся к структуре нашего PSD-документа. Группы слоев под названием графический слой 1, 2 и 3 необходимы для размещения в них графических слоев. Таких групп может быть сколько угодно, и называться они могут как угодно. Smart Object SQ область вписывания необходим для монтажа пользовательской фотографии. В него можно поместить примерочные фотографии, чтобы на уровне PSD документа увидеть предварительный результат создаваемого шаблона. Слой с фоном можно удалить. Теперь, когда мы познакомились со структурой PSD документа, разместим в одной из групп графику, чтобы добавить ее в наш шаблон. Настроим размеры графики таким образом, чтобы она полностью поместилась на холсте. Остальные группы удалим за ненадобностью. Если нам понадобится группа для нового графического слоя, мы всегда можем создать ее вручную. После того, как мы разобрались с графическим слоем, перейдем к области вписывания. Она представлена смарт-объектом. Двойным щелчком перейдем в смарт-объект. Поместим в смарт-объект примерочную пользовательскую фотографию. Подгоним холст смарт-объекта под размер пользовательской фотографии. Кстати, в смарт-объекте можно хранить сразу несколько пользовательских фотографий. Для этого их нужно поместить в смарт-объект и отображать только ту из фотографий, которую вы хотите увидеть в шаблоне. Сохраним изменения и закроем смарт-объект. Теперь, когда большая часть подготовительных действий завершена, перейдем к позиционированию смарт-объекта области вписывания. Выделим слой со смарт-объектом и воспользуемся инструментом «Свободное трансформирование», выбрав в меню вкладку «Редактирование» и далее пункт «Свободное трансформирование». Позиционируем смарт-объект, нажав клавишу Ctrl. Далее вернемся в конструктор шаблонов и перечитаем PSD документ, нажав на кнопку «Перечитать PSD». Теперь мы можем тестировать наш шаблон. Выберем несколько тестовых фотографий и нажмем «Обработать». Можно обработать все тестовые фотографии, но это займет немного больше времени. Вы можете добавить тестовые фотографии из папки, где установлен конструктор шаблонов. При желании можно скопировать папку в любое удобное место, либо добавить ссылку на папку в меню быстрого доступа. На сайте конструктора шаблонов имеется архив с большим количеством отобранных для тестирования фотографий. Ссылка на архив с фотографиями находится под видео с этим уроком. Для распаковки этого архива вам потребуется пароль, который есть у вашего куратора. Добавим пару тестовых фото и обработаем фотографии. Как видите, фотографии обработаны успешно. Вы можете использовать в качестве тестовых изображений и свои фотографии, однако это может оказаться менее удобным в разработке шаблонов. О разнице в использовании предоставленных и своих собственных фотографий вы сможете узнать по ссылке на документацию, расположенную под этим видео. Спасибо за внимание.